Алма-Ата лежит у подножий горного хребта на высоте 800 метров над уровнем моря. Почему не такие дикие? Жестко встречайся сейчас. Решил ужалить. Откровенная заруба. Сейчас неплохо встретил. Давайте поддержим большой, ребят. Павел Бауэр, что ты делаешь? Что ты делаешь? Просто подавил, сконтрил Супермен Панч, который... но... Он не прошел. Жестко Хорошо склинчал. Здравствуйте, меня зовут Иван. Я приехал из ПГТ «Маньковка», Черкасская область. Прошлый бой прошел отлично, немножко не по плану, но получил очень много впечатлений от кулаков. Это совсем другое, это не бокс. Тут есть у каждого шанс. Настроен на этот бой очень решительно, будем рубиться. Ну или как получится. Если получится боксировать, буду боксировать, если не получится. Проявлю по-любому характер. Чувствую себя, знаете, такое животное, медоед. Ну, ему на все пофиг. Ну, я не сказал бы, что мне на все пофиг. Но будем бороться. С Божьей помощью я бы хотел бы бороться за чемпионский пояс. Здравствуйте, меня зовут Данила, я из города Чернигова. Самочувствие мое после первого боя отличное. Подготовка после также первого боя у меня прошла довольно-таки хорошо. Буду ли я участвовать за чемпионский пояс, либо же в Гран-при, пока что под вопросом, так как есть предложения с других сторон по ММА. Что бы я хотел пожелать своему сопернику, это удачи, силы. Мой настрой на бой – это победа. Не будет так, как в прошлый раз, так как мы довольно-таки хорошо подготавливались. И в этот раз мы настроены только на победу. Следующий наш поединок. И встречайте первого бойца. Лановенко Иван по прозвищу Воин. Ваня приехал к нам из ПГТ «Маньковка» Черкасской области. Его рост 183, вес 83 и ему 30 лет. Является КМСом по боксу. В прошлом поединке закатил невероятную рубку с Витей и Маори. Теперь они лучшие друзья, да, покажите Витю, если можно. Давайте поддержим этого бойца. Хорош. Его сегодняшний оппонент Козлов Данила, он же Чава.
Представитель из города Чернигов, участник боя вечера первого сезона Махача, мастер спорта международного класса по панкратиону и двукратный чемпион мира по панкратиону. Его рост 187, вес 84 и ему 22 года. Давайте поддержим Даню. Бойцы на середину. Вы, парни, бывалые, правила знаете. Поэтому для вас сейчас самое главное правило — подойди, пожалуйста. Слушать мои команды, выполнять их. После команды стоп не работаем. Ни в коем случае не нарушаем. Не бьем височную часть, затылочный, позвоночный столб. Ок, будете некорректно клинчевать, не буду давать клинчевать. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, у нас в желтых тейпах Чава, твой старый знакомый. Хороший старый знакомый. Хороший старый знакомый. В черных тейпах у нас воин. Оба уже имеют опыт выступления в Махаче. О, отлично, Чава попадает джебом. Я скажу так, на самом деле я за красивый бой, ни за кого болеть не буду. Ну, ты зла не держишь на него, Нет, я он на зла, тебя естественно. тоже, так что Ну, я все так хорошо. думаю, что он зла на меня не Не держит. не держит. Он сейчас общался с ним? сконцентрирован. Он сейчас сконцентрирован на именно в данный поединке. Да. момент? В данный момент он тебе не думает. Больше джебом работает. Я думаю, он сделал ошибки после боя с Антоном Радько, занялся физухой. Ты правильно подметил, Видно да. по нему, да, что он немного подходил в животе. Да, убрал. по технике там вообще вопросов нет. Ты посмотри на Хороший, этот левый быстрый боковой удар. хлестко, Очень, как очень. плетью просто ударил. Но видно, что Даня начал заниматься все-таки, и Воин пока пытается подобраться, но такими размашистыми залетает ударами. очень сильно. Да, но если он попадет, Да, если он попадет, то будет весело. В принципе, для Чавы очень похожий соперник в лице Воина. Это он примерно такой же антропометрии, как и как и Радько. Антон. Радько, да. Так что я думаю, он Они даже похожи с Радько немного внешне, в принципе. Да, в том-то и есть. Смотри, просто отлично. Он Хорошо уклонился от работает на ударов, дистанции, да. Чава. Он очень Великолепный чувствует тайминг, дистанцию. просто четко Да. ловит. Но и Воин, смотри, таким передним, боковым, таким залетает. Хлесткий джеб. Действительно, очень быстрый джеб у Чавы. Есть первый клинч, поджимает Вот это сейчас сейчас достаточно интересный начинается бой, потому что если в первом бою Дани показывал себя, мягко говоря, прям. не подготовлен, сейчас видно, что собран, максимально собран, готов. И я так понимаю, что он готов на все 3 раунда. Да, видно. Есть, отлично, просто так закинул Чава. Да, правильно ты говоришь, что готов на 3 раунда, потому что первый раз Чава по физухе немного проигрывал, это было видно. Сейчас видно в нем уверенность. Видно, работает на технике, смотри, Хорошо красиво уходит. уклонился, все, великолепный первый раунд. Секунд готовность. Это я себе. Это я себе. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд, время. Так, дорогие друзья, второй раунд. Чава против Воина. Великолепный первый раунд провел Чава. Я думаю, сейчас самый момент включиться. Воину и отлично попал. Есть борьба. Так как у Чава у нас по панкратиону. Да, уже он вовремя сориентировался. Ты только посмотри на эти джебы. Да, все же сложнее. И опять подойти. попадает Воин левым боковым. Я только хотел сказать, что Воину сложно подобраться, но... Но попадает. Да, Он с попадает, ближайшей слушай, но дистанции только вот чувствует. таким вот физухой он сможет... Да, именно давить. Вот в этом бою он должен работать первым номером, чтобы добраться до Чавы. Как Радько. Как Радько, Да. Абсолютно похожий бой с прошлым. Сейчас, когда Воин подходил, немного наткнулся на боковой встречный удар. Но пока еще видно, что Чава не задышал. То есть готов, как ты и Да, говорил, смотри, готов. еще один джеб, он просто ими стреляет, и сейчас уже с нырка выкидывают удары. Прекрасно.
Воин опять пробивает его по корпусу. Стоп! Да, мы... И ребята клинчуются. Предупреждение. Следующий будет минус. Следующее предупреждение, да потом будет минус балл. Ты слышишь эту поддержку? Я не могу понять, кого поддерживают. Просто красивый бой. Я тоже так думаю. Отлично Ой, уходит. отлично, Чава проводит атаку. Заряжается воин. У Чавы очень хорошо получается уходить вправо. Минус балл желтому. Еще раз так, дисквалификация. Бой! Размашистые боковые. Залетать, ну, это было сильно откровенно, но были моменты, когда он такими ударами попадал и немного так пошатнул, видно было. Бой! Немного пошатнул Чаву. Вот, И вот, опять именно хорошо такие, да, заходит передний такой боковой, же. вот. На дальний боковой. Не отворачиваемся. Бой! Такой И сейчас- по энергии бой очень сильный. Очень напряженный Все зрители поединок. заряжены, мы Слушай, заряжены. я тебе хочу сказать, второй раунд, темп очень высокий. Секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Готовы? Третий раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, третий раунд. Чава против воина. Видно, на уклончиках сейчас будет пытаться Вот подбираться опять воин. Чава держит его на передней руке. Вот, сейчас немного оступился Чава. Видимо, мешает ему мешки, цепляется ногами за мешки. Стоп, стоп! Все, больше не ключом, в принципе, бой! Ой-ой-ой. Да, очень провалился, Ай. немного оступился и уже Даже Александр эмоции немного рефери, зашкаливают. большая благодарность нашему рефери. Вот сейчас, конечно, Он попал, но через блок попал. через блок, но Чава тоже начинает откидывать уже такие замашистые удары, это уже видно. Стоп! Убрать его? Ребят. Минус балл. да, и минус балл за агрессивное Работаем, поведение. Агрессивное работаем. поведение Желтому. от Чавы. Работаем? Видно, как депутат подсказывает воину. Желтый минус балл. Прям со старту замашисто так передним боковым залетает воин. Промазал. Уклонился Чава. Хорошо работает корпусом, он отклоняется, Да, так, пару сантиметров оставляет для удара и просто... Вот сейчас в таких моментах Чаве надо просто отбиваться, потому что его воин сейчас схавает на физухе. Но некоторые моменты были, когда воин проваливался, и Чава его почему-то там не ловил на этом. Да, Очень были удивительно, такие. почему. Потому что, видимо, силы уже покидают, и, в принципе... Да, в некоторых эпизодах Чаве надо было дожимать. Вот прям вот смотри, вот воин дожимает Воин каждый эпизод. забирает, Каждую да. возможность он дожимает. Не блок, он И забирает. что творится? Что творится? очень. Что за бой? Дорогие друзья. 3, 4, 5, 6, 7. Готов? Чаве просто нужно собраться, Бой! успокоить Да, свои нужно- эмоции. Он эмоциональный парень, достаточно эмоциональный. Да, если он хладнокровно будет работать, вот в таких эпизодах Вот, он хорошо мог бы дорабатывать. провалил, Да, да. провалил. Это было и в первом раунде, он его проваливал. Воину респект за такой дух.
Бойцы, на оглашение, пожалуйста. Ваня! Ваня, на оглашение, потом руки жать будешь всем. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Лановенко Иван по прозвищу Воин. Сразу скажу, бонус за самый яркий, самый громкий бой вечера. Ребята заслужили. Дань, ты молодец. Да, молодцы. Чуть-чуть не хватило тебе, Дань. Как и в прошлом поединке. Скажи свои эмоции, пожалуйста. Поломал 2 пальца вот этих. Полностью не чувствую пальцев. И правая рука все время только била, левая мертвая. Поэтому спасибо сопернику. Все классно было. А мы будем по чуть-чуть передвигаться в ММА. В свою стихию, и там будем по чуть-чуть выигрывать. Всем спасибо. Спасибо, да. Молодец, молодец. Ваня, ты оправдал, я думаю, свое прозвище. Настоящий воин, закатил тут невероятную рубку. Поздравляю тебя с победой. Скажи, пожалуйста, с кем было сложнее? С твоим уже другом Витей Маори или с Даником? Витя — это уровень, чтобы вы понимали. Витя... Нет, даже дело не в этом. Витек, выйди, пожалуйста. Можно его сюда? Вот Витя просто преподал мне урок бокса. Да, ты что? Поздравляю тебя. Не, спасибо большое. Я недоволен своей техникой. Было очень херово, колхоз показал. Но доволен тем, что... Я же говорил, что я буду сражаться до последнего. Неважно, как бой пойдет, я буду стараться биться до последнего. Не всегда получаются красивые бои. Вот такое тоже надо. Ноги над ногами работают. Да, ноги забились. В том бою я приобрел настоящего друга. Спасибо большое. И спасибо моему самому крутому в мире тренеру, Стас Караход. Спасибо моим друзьям, вот, они пришли меня поддержать. Спасибо всем, ребята. И сопернику отдельное спасибо. Я думаю, Даня себя еще покажет, если у него будет желание драться у нас. Очень техничный и яркий боец. Мнение жюри хотелось бы услышать. Да, ребята показали хороший бой. Данил очень хорошо работал в первом раунде. Держал так жестко на дистанции, не давал подойти сопернику. И сопернику приходилось с более далекой дистанции атаковать. Он промахивался, проваливался. То есть Данил работал хорошо, но потом подустал. Видимо, надо кардио потянуть. И стал бороться, вот эти переводы. И, конечно, смазал немного бой. Ну, Иван, конечно, молодец. Именно задавил, духом шел вперед до победного и выиграл. Поэтому, Данил, тебе желаем успеха в ММА. Ты красавчик, тебя поздравляем с победой и голосуем за депутата Витю. Очень крутой бой. Бойцы молодцы. Спасибо вам большое за такое яркое зрелище. Всем привет, меня зовут Эдик. Я приехал с Саврани, Одесской области. Приехал показать яркие бои, покормить своего дракончика, который живет внутри и жаждет крови. Мое преимущество в бою – хочу показать свой характер и упорство. Подготовка к бою прошла отлично, надеюсь на свои заряженные пушки. Всем привет, меня зовут Сережа, я из города Мукачево, занимаюсь боксом. Приехал с целью подраться, проявить себя. Мое преимущество вы увидите в бою. Подготовка прошла хорошо. Настрой на бой, заряжен на махач. Поприветствуем наших следующих участников. И первый боец Чехутин Эдуард по прозвищу Псих. Представитель поселка городского типа Саврань Одесской области. Его рост 175, вес 75 и ему 29 лет.
КМС по карате Годзюрю. Первый взрослый разряд по боевому самбо. 7 раз брал первое место на чемпионатах Одесской области по боевому самбо. Сегодня дебютант нашей организации. Давайте пожелаем ему удачи и поддержим бойца. И встречайте его оппонента, Мецгер Сергей. Приехал к нам из города Мукачево. Его рост 176, вес 74 и ему 25 лет. КМС по боксу, участник множества соревнований в Украине. Крайние 4 года занимается непрофессионально. Также дебютант нашей организации. Давайте поддержим бойца и пожелаем ему удачи. Бойцы на середину. Так как вы новички, с правилами ознакомились. Пожалуйста, мы их не нарушаем. Затылочная часть, височная часть, позвоночная не бьем, лежачего не добиваем. Контролируем, соблюдаем корректность боя. Реагируем на мои команды, слушаем их и, главное, выполняем. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, в черных тейпах у нас псих, дебютант, и также дебютант в желтых тейпах Мецгер Сергей. Пошел вперед, так откровенно. Псих. Стоп! Никакой борцовской техники. Достаточно бой. интересно, карате против бокса. Видишь по стойке? Четко, Да, четко видно, каратешная стойка просматривается, но... Ну, на самом деле, я не сильно знаю это, но видно, что это точно не боксерская, Да, не это точно не ММАшная стойка. боксерская, и вот Стоп! низко очень подсаживается низко, Бой. и... Даже вот эти Мецгер, вот такие, да. жест такой, типа... Это называется ос. Вот так, Оу, вот так. это было красиво. Уклонился сейчас псих. Мне интересно, почему псих его называют. Вот так, спокойно, спокойно. Но Мецгер очень хорошо наказывает за то, что проваливается, наклоняется псих. Вот так. Здесь по корпусу удар. Вот там. И видно, Стоп! немного в клинче ребята зацепились, но Бой! готов Мецгер Пока видим Сергей то, встречать. что псих просто прет. Иногда прет. Вот. Вот это подловил! Наши подловил. четко. Понесся псих вперед. 6, 7, реагируй. 8, 9. Готов? Бой! Встает, бой Все-таки продолжается, псих. но... Я не думаю, что он быстро восстановился. Вот, смотри, он опять еще раз проваливается. пропускает и немного пятится назад. Я думаю, сейчас Выжидает. Мецгер Сергей сейчас... Какие удары! Печень не дал. Четкие удары. Это было точно по печени. И все, я думаю, сейчас все, ну, будет наказывать сейчас Сергей за такие откровенные провалы. И все, да, как он пропустил Я не понимаю, удар. почему он бьет всегда Братан, дальней стиль, рукой, давай, она у давай, него давай, не достает, но он всегда не бьет. Почему не... Ну, вот опять. Да, тот он же, то опять же самое. промазал. Дальней рукой бьет. И только. видишь, он немного уже прижимает ребра. И Потому опять что пропустил заходят ребра, удары. сейчас пропускает удар, ну все. Я думаю, все, это конец, по-любому надо останавливать. 3, 4, Красавчик. 5, 6, отреагируй на счет. 7. Будешь продолжать? 8. Вот, думаю. Угол. Кто скажет? Секунданты, решайте. Как раз минута ваша.
Поднимаемся. Бойцы на оглашение. В данном поединке отказом угла победу одержал Мецгер Сергей. Хороший бой. Мне кажется, хорошая физика у Эдуарда, но и то, что он несся с головой опущенной вперед против боксера, чуть-чуть сыграло против него. Скажи, пожалуйста, как тебе твой дебют? В любом случае, я тебя поздравляю, ты настоящий молодец. Спасибо, все шикарно, эмоции зашкваливают. Конечно, пропускал, готовился к бою серьезно. Ну, боец выявился более опытный. Спасибо. Спасибо большое. Серега, поздравляю тебя с победой. Ворвался в нашу организацию, так сказать. Большой молодец. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Всем привет. Спасибо большое. Вы сами все видели. Что я хочу сказать? Я буду бить по-страшному. Коротко и ясно. Я рад, что в нашей организации появляются такие харизматичные бойцы. Артем, как тебе бой? Да, классный бой. Я когда еще услышал, что Эдуард каратист, подумал, что в карате зачастую удары руками в голову даже запрещены. То есть, естественно, кулачные бои, ну, я думаю, карате — это одна из самых неподходящих баз именно для такого спорта. Вот. Ну, конечно, ты молодец, Сережа, красиво очень словил его апперкотом. И, в принципе, на этом бой и закончился. Ты, конечно, молодец, поднялся, но, в принципе, вот именно этот апперкот бой и решил. Серега, красава, будем за тебя болеть дальше. Вперед! Эдик подготовится, исправит ошибки, и мы ждем тебя еще. Спасибо, ребят, настоящий зрелищный бой. Привет, меня зовут Богдан, представляю город Киев. Прошлый бой был очень непредсказуем, восстановился, готов идти дальше. Подготовка прошла в более спокойном темпе, не гоняли вес. Конечно же, если есть такая возможность, будем участвовать за Гран-при. Настроен выйти и показать хороший бой. Всем привет, меня зовут Кучинский Виталий. Приехал я из города Николаев. Приехал сюда с целью испытать себя и проверить, что я могу в боях на голых кулаках. Моя подготовка проходила интенсивно. Тренировался 2 раза в день, гонял вес. За последнюю неделю согнал 6 килограмм. Мой настрой на бой исключительно спокоен. Я выйду, сделаю свою работу, а все остальное в руках Всевышнего. Давайте поприветствуем нашу следующую пару. И первый боец Голосов Богдан по прозвищу Сова. Богдан — представитель из города Киев. Его рост 180, вес 78 и ему 23 года. Является базовым тайским боксером, чемпион Украины по кикбоксингу. В прошлом поединке потерпел поражение от Сертакова Дмитрия. Я думаю, в этом поединке он реабилитируется и покажет себя. Давайте поддержим Богдана. И поприветствуем его оппонента, Кучинский Виталий по прозвищу Гимли.
Виталий приехал к нам из города Николаев. Его рост 170, вес 79 и ему 30 лет. Является призером чемпионата Украины по кикбоксингу. Одержал 2-е место на чемпионате по рукопашному бою среди ВДВ. Хочет показать хороший бой и набраться нового опыта. Давайте поддержим Виталика. Бойцы на середину. Если знаете борцовскую технику, забудьте о ней. Ок. Затылочная, височная часть не бьем, позвоночный столб не бьем, лежачего не добиваем. Слушаем мои команды, выполняем. После команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, у нас в черных тейпах Сова, сразу, который полетел вперед на Гимли в желтых тейпах, который дебютирует у нас сегодня. Бой! Видно, немного закрылся Гимли. Сова, я думаю, с прошлого поединка какие-то нюансики вынес, учел, и он... да, вынес, и сейчас он работает первым номером. Первый номер, смотри, прям как от удара в корпус, как отскакивает Гимли. Да, есть такое. Но есть. и жестко встречает, его пытается жестко встречать. Есть уже разбитый нос у Гимли. Слушай, ну антропометрия, конечно, на стороне. Жестко сейчас атаковал Гимли. 2 жестких попадания. Ух. Встретил, отлично встретил. Сейчас. Слушай, ну с ближней дистанции, с клинча Гимли хорошо набрасывает. Да, у Гимли есть преимущество вблизи. Но вот... Раз, два, три. Вот, хорошо. Что, через корпус Сова зашел. сейчас щупает, видно взглядом он именно выискивает то место. А вот это было опасно, то есть на скачке он пробил передний боковой Гимли. И вот еще раз была попытка зацепить этим же ударом, плюс еще добавить. Он хорошо, он проходит вниз и снизу выпрыгивает. Да. Стоп! Стоп! Бой! Да, конечно, с разбитым носом немного тяжело дышать. И но все равно продолжает идти вперед и правильно делает, что поджимает он Сову к мешкам. И вот за счет своей физики, да, за счет агрессии. Такие интересные бои, когда соперники вот по антропометрии, да, по росту и разные, телосложению да, максимально разные. То есть кто-то... О, сейчас хорош в атаке Гимли. Слушай, он реабилитируется в этом раунде, под конец раунда он реабилитируется. Сова опять что-то с глазом, как обычно у нас кто-то куда-то попадает. Кто-то куда-то попал, видно что-то, либо кровь, либо пот может даже попасть, и оно уже начинает щипать. Секунд готовность, бойцы. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд. Время. Бой. Так, дорогие друзья, второй раунд. Гимли против Совы. О, так откровенно вновь полетел вперед. Гимли. Да, бросается. И вот опасность в том, что если начнет жестко встречать Сова Гимли, то будет плохо. Хотя я не понимаю... Вот он и встретил его боковым правым. Хотя я не понимаю, почему Саванч сейчас не работает первым номером, как работал в начале первого раунда. Есть все преимущества. Вновь сближение, вновь клинч у нас, вновь бойцы на мешках. Работаем. Вновь полетел вперед. Вот сейчас также нужно Сове работать. Видно по ногам, немного растерян
Гимли? Да. Потому что пропустил такой довольно сильный удар. И еще один удар пропускает прямо в висок. И клинчует своего соперника, спасается. потому что, да, здесь Надо только восстановиться. Но пропустил он удар, видишь, его сейчас шатает. Немного видно, потерян в глазах, да, это видно. Ну и по ногам, насколько ватные, немного ватные стали ноги. Вот такие удары пропускать, конечно. Какой удар делает Гимли! Как же он его встретил четко! Жестко, прямо. Я даже настолько хлестко, неожиданно, самое главное, но неожиданно. там, видимо, видно, настолько был четкий удар, именно вот попал. Хлесткий, четкий, неожиданный удар, что аж вылетела капа. Это было красиво, это войдет в хайлайты. Сейчас... Продолжает Гимли напирать. Слушай, ну Сове надо сейчас что-то делать, реально надо что-то делать, потому что такими темпами, Гимли ему навязывает свой бой, навязывает постоянно, навязывает вот этим ближний, да, упорством. И за счет того, что Гимли, да, больше диктует свой темп, правила, диктует, да, клинч, что, возможно, Сова быстрее выдохнется. Непонятно по подготовке Совы. Стоп! И да, конец второго раунда. Слушай, ё-моё, что за бой? Бойцы, 5 секунд готовность. Напоминаю, борцовские захваты позволены только мне. Судьи готовы? Готовы, готовы. Третий раунд, время, бой! Итак, последний раунд противостояния Гимли против Совы. Левой, больше держи его. Интересно, будет ли включаться сейчас Сова? Но видно, встретил сейчас джебом, средней рукой. Да, даже с угла Совы говорят ему, чтобы он включался. Слушай, ему нужно уходить с линии атаки в сторону. Смещаться, да, постоянно делать смещение, работать на ногах. Он застаивается. Вот. Сейчас было похоже, что он мог уйти в сторону, но он сделал тоже, в принципе, правильно. Он развернул Гимли. По крайней мере, он не получил никакого урона. Да. Сейчас надо... Есть, встретил, но и пропустил тут же удар от Гимли. Сова. Пока так довольно равно идут. И тут Гимли опускает уже голову почему-то. Опускает голову, но он попадает. Он умудряется попадать. Устал, но все равно попадает. Видишь, идет вперед, прижимает, набрасывает удары. Подсказывает ему, что нужно бить, нужна активность. Работаем, бой. Сжимает кулаки Гимли просто так, знаешь, на характере уже. Какой удар от Совы! Да, видно, что там... Челюсть. Да, челюсть. Это было прямое попадание в челюсть, но видно, что-то там либо... Что-то, возможно, щелкнуло в челюсти. Щелкнуло, либо это смещение, либо опять крылом челюсти у нас. Но и победа! Победа Совы! В данном поединке отказом угла в третьем раунде победу одержал Голосов Богдан по прозвищу Сова. Очень яркий дебют, Виталь. Поздравляю тебя. Я на него смотрю, он мне напоминает такого маленького танка. Он просто прет. Невероятная стойкость.
Похожая, кстати, ситуация. Проверь потом челюсть. Увидите, Маори было вот ровно так же. Проверь, пожалуйста. Бойцы застрахованы, если что. Как тебе твой дебют? Нормально, все отлично. Спасибо. Спасибо тебе за доверие, что дал возможность показать себя здесь. Не знаю, с какой стороны показал, но тем не менее. Спасибо моему тренеру Волкову Виталию Викторовичу за поддержку. Моему корешу Сергею за поддержку. Сергей Деревянченко, тебе отдельное спасибо. В общем, спасибо всем, кто переживал меня. Извините, если кого повел. Противник тоже красавчик. Уважение. Я думаю, мы еще зарубимся. Да. Ну, в общем, все четко. Я не против еще. Просто что-то хрустнуло, либо зуб отлетел, либо челюсть. Просто не хочется дальше продолжать наносить себе урон. Всем спасибо. Слава ВДВ. Спасибо, Виталий, спасибо. Богдан, ты реабилитировался. Поздравляю тебя с победой. Я думаю, она далась тебе не так просто. Ты большой молодец. Проходишь дальше в нашем гран-при. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Ну, спасибо, во-первых, этому шоу, что даете возможность реализовать себя, выплеснуть эмоции. Вот, спасибо моим братьям, которые неимоверно меня поддерживали. Фу. Тяжело говорить, на самом деле. Уважение всем парням, кто вообще имеет смелость выйти сюда. Вот, и показать, чего стоит. Красавчик, братан. Спасибо. В таком темпе провести 3 раунда. Ребята молодцы. Давайте послушаем наше жюри. Богдан, с победой тебя. Ребята показали очень конкурентный бой. Очень тебе респект. Ты все 3 раунда и шел. И немножко не хватило тебе. Я уверен, что ты еще вернешься и покажешь красочные бои. Богдан, ты больше прислушайся к своим секундантам, они тебе правильные вещи говорят. Ну, эмоции, да. Ну, а так, сделал свою работу, все красиво, споймал где надо. Здоровья, пацаны. Оба бойца красавцы и заслуживают бонуса. Спасибо вам, ребят.